Всем привет! Сегодня я расскажу вам про объектив Nikon 105 мм f2.DC. Начнем с того, что это достаточно старый объектив. Он был выпущен в 1993 году под пленочные камеры. Из его особенностей можно выделить, по сути, всего две вещи. Это возможность дополнительно размывать либо передний, либо задний план. В данном случае у нас есть дополнительное кольцо, на котором нанесены значения для переднего плана и для заднего. В основном, когда мы стараемся сфотографировать кого-либо, мы пытаемся размыть задний план. Поэтому в моем случае эта настройка всегда установлена на размытие заднего плана. То есть, если мы снимаем на диафрагме 2, то, соответственно, и настройка дефокуса должна быть 2. Если снимаем больше, соответственно, больше. Если мы выкручиваем значение выше, чем наша диафрагма, то изображение теряет резкость, контрастность, в общем, лучше не становится. В принципе, как и у всех объективов D-серии, есть кольцо диафрагмы, в котором мы можем менять диафрагму. Далее, в отличие от большинства D-объективов, кстати, здесь есть переключатель автофокуса. И если сравнивать с моими другими стеклами, здесь кольцо фокусировки не вращается, когда работает автофокус. Так же, как и все D-стекла, это стекло фокусируется с помощью отвертки. Соответственно, на камерах без нее оно фокусироваться не будет. Интересный нюанс – это то, что в интернете, как оказалось, в принципе, не существует видео, в которых можно увидеть, как работает автофокус на D-стеклах. Благо, я записал короткое видео, в котором я продемонстрировал, как работает автофокус на D-стеклах на камере Nikon D780 в следящем режиме. В принципе, там все понятно. Видно, как крутится фокус, видно, насколько он успевает, где он мажет, где косячит. Это можно будет посмотреть далее. Теперь я бы хотел рассказать про то, вообще имеет ли смысл покупать объектив 93 года в 2021 году. Потому что, как правило, большинство людей считает, что эти стекла либо мыльные, либо обладают плохим рисунком, что, конечно же, бред. Но, в принципе, когда мы покупаем стекла такого года производства, новыми мы их купить уже не можем. Хотя это стекло производилось до 2016 года, пока не выпустили ему замену 105 1.4, которая славится своим ужасным рисунком и, как ни странно, не резче, чем эта 105. Какие варианты мы имеем? На Авито мы можем купить 85-ку 1.8G, в принципе, за те же 30 тысяч рублей. Либо 85-ку 1.4D за те же 30 тысяч рублей. Зависит от продавца. И, в принципе, что у нас остается, это 85-ка 1.4G, либо какая-нибудь Sigma 1.4, но, скорее всего, они уже будут стоить ближе к 60 тысячам, что, в принципе, выходит из нашего бюджета. Но что касается именно этого объектива, то, на мой взгляд, ему просто нет альтернатив, потому что, во-первых, это не 85-ка, а 105-ка. Соответственно, фокус у нас немножечко другое. Рисунок у нас отличается только в лучшую сторону от всех объективов. И, как ни странно, это стекло достаточно резкое. То есть из всех стекол, которые у меня есть и дэшные другие фиксы, и джишные фиксы. Это самое резкое стекло. Но единственный недостаток, который есть у этого стекла, это то, что автофокус у него отверточный. Соответственно, на беззеркалках либо младших камерах автофокус работать не будет. Итак, пару слов про фотографии, которые получаются с этого объектива. На самом деле, это одно из самых лучших стекол в плане рисунка, потому что все остальные стекла либо хуже его, либо похожи на него. Но можно сказать, что 85-ка 1.4D обладает практически идентичным рисунком, за исключением того, что у него другое фокусное и другая диафрагма. Например, 85-ка 1.4G немножко похуже, но не сказать, что она плохая. Для людей, которые не разбираются в стеклах, особо, возможно, разницы и не будет. В принципе, то же самое можно сказать про Sigma, которая, на мой взгляд, обладает самым плохим рисунком из всех стекол в этом сравнении. Потому что, как правило, она всегда в разы более резкая и показывает нам часто то, что нам, в принципе, не хочется видеть, какие-то дефекты на коже, еще что-то. Потому что резкость – это не все, что нужно от объектива. Также у этой Sigma обычно резкое боке, очень сильный контраст, что в целом не добавляет никакой магии для нашего портрета. Если говорить о моих впечатлениях от работы с этим объективом, то мне он понравился намного больше, чем 85-ки, потому что это фокусное мне нравится больше. Плюс этот объектив более тяжелый, более ухватистый, и за счет этого мне получается снимать на более длинных выдержках, в отличие от пластиковой 85-ки 1.8G. Итак, давайте перейдем к выводам. Думаю, я достаточно рассказал про этот объектив, и если вы наткнулись на это видео, когда вы еще размышляете о том, что же купить, то, я думаю, для вас будут важны две вещи. Первое – это цена. В принципе, как всегда это бывает. Скорее всего, в вашем городе будет как минимум один экземпляр этого объектива, либо никаких проблем не составит заказать его через Авито доставку из другого города. Второй момент – это то, что, в принципе, за очень скромный бюджет вы получаете стекло, которым вы сможете пользоваться неограниченное количество времени, потому что ломаться здесь практически нечему. Объектив собран целиком из стекла и металла, автофокус здесь отверточный, то есть каких-то там мини-моторчиков, которые сломаются от пыли и подобного, там просто нет. Плюс ко всему вы получаете уникальный рисунок, который вы можете добиться только используя подобные стекла. То есть на современных стеклах, скорее всего, приблизиться к этой картинке у вас не получится никакими фильтрами, никакими пресетами, потому что все-таки рисуют в первую очередь стекло, а это стекло обладает характерным рисунком
пленочной эпохи. В принципе, если вы спросите меня, купил бы я это стекло еще раз, выбирая между современными 105-ками, 85-ками и так далее, даже если бы оно стоило столько же, я бы купил его еще раз, потому что, в принципе, на данный момент это является, пожалуй, самым любимым из всех моих объективов. Ну и это стекло позволяет мне реализовать все мои задумки. Также я могу спокойно снимать на него видео, используя автофокус, что, как ни странно, работает лучше, чем на некоторых G-стеклах. Поэтому делайте свои выводы и удачных снимков.